Всем привет, на связи CloudGeo, и сегодня мы будем говорить про игру Era 7. У меня был целый стрим, посвященный этому проекту, на котором я показывал вам геймплей этой игры, как в нее нужно играть, что нужно делать, и я так понимаю, эта игра вам понравилась, поэтому я решил записать более подробный обзор этого проекта, для того, чтобы большее количество аудитории могло познакомиться с этой игрой. Ну а перед тем, как мы начнем, по традиции, хочу порекомендовать вам подписаться на мой телеграм-канал, в котором я даю еще больше информации по поводу различных NFT проектов. Тут я показываю, на каких NFT проектах я зарабатываю, какие NFT я покупаю, какие продаю и многое другое. Если вам все это интересно, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка на него будет находиться в описании к этому ролику. Первое, что стоит сказать перед тем, как начать, что это видео, это не какой-то гайд по игре. Я не буду здесь рассказывать стратегии, какие колоды собирать и так далее. Это просто видеообзор, который должен вас познакомить более подробно с этим проектом и рассказать о его функциях. Если же вы хотите посмотреть геймплей этой игры, то заходите и посмотрите вот этот вот стрим. Называется он «Зашел в новую NFT игру». Там практически все время я играл в этом проекте, показывал геймплей, рассуждал, как лучше воевать, какие карточки лучше брать и так далее. Я думаю, многим будет интересно. Ну а теперь мы переходим непосредственно к игре. И начнем мы с токена этой игры. Называется он Era 7. И сейчас он себя чувствует более чем нормально. Мы видели, что все время этот токен рос. И как только биток начал глобальное снижение, к сожалению, он тоже пошел за рынком. Но сейчас он восстановился. И это замечательная новость, что токен этого проекта имеет свойство к восстановлению после таких тяжелых проливов. Это означает, что игра действительно может быть в долгосрок и что нам не нужно переживать по поводу ее скама. Также важной особенностью этого проекта является то, что в него можно начать абсолютно бесплатно. То есть вам не нужно платить какие-то деньги, что-то инвестировать, покупать какие-то NFT. Это все вам делать не нужно. Если вы хотите попробовать свои силы, вы просто заходите, регистрируетесь в этом проекте, либо подключаете свой MetaMask и начинаете играть. И это то, что я рекомендую делать новичкам и вообще всем тем, кто не знаком с этим проектом. Сначала используйте бесплатный режим. То есть играете, прокачивайте свои карточки, участвуйте в ранговых режимах, участвуйте в кампании, просто пытайтесь как-то развиться в игре. И только спустя время, когда вы упретесь в потолок, когда уже вы дальше не можете развиваться без каких-то крутых NFT, тогда уже принимайте решение о том, чтобы их покупать. Потому что за этот период времени, когда вы будете играть здесь бесплатно, а этот период времени здесь, он бесконечный, вы можете все время здесь играть бесплатно. Даже многие ребята делают так, что они начинают играть бесплатно и каким-то образом развиваются до того, что у них появляются платные NFT, они начинают попадать в какие-то рейтинги, и при этом они сюда вообще ничего не инвестируют. Так вот, просто сидите и играйте. За этот период вы должны понять, нравится вам эта игра или нет. Это очень важно, потому что если эта игра вам не будет нравиться, то, скорее всего, как-то развиться в ней у вас не получится. Это не тот вариант, когда мы просто вкладываем деньги и ждем, когда мы получим еще больше денег. Здесь действительно нужно будет играть, попадать в какие-то рейтинги, создавать свою колоду, создавать свою стратегию, и только в таком случае вас ждет успех. Посмотрите, какие карточки есть, как они бьют, какие у них есть бонусы, какие бонусы есть у вашего противника, и все это считайте, размышляйте, тогда вас ждет в этой игре точно успех. Давайте поговорим вообще, какие режимы здесь есть. Первое — это PvP режим и PvE режим. PvP режим подразделяется на Quick Match, это обычный матч, и если вы только начинаете играть, я рекомендую начинать именно с него, потому что за победой вы будете прокачивать свой уровень, и за уровни вам будут давать бесплатные карточки, которые вы в будущем сможете использовать в боях, и также сможете их прокачивать. Поэтому для новичков сразу берете и идете в Quick Match. Следующий вариант PvP — это ранг матч. Соответственно, здесь все понятно. Вы участвуете в битвах, если вы побеждаете, вы повышаете свой рейтинг. Здесь есть сезоны, за сезоны есть определенные награды. Также за бои вам тоже будут давать токены этого проекта. Тут уже нужно ребятам быть более сильными для того, чтобы участвовать в рангах, потому что, действительно, здесь победить не так просто, и в основном здесь встречаются игроки, которые намного сильнее вас, особенно если вы играете бесплатно, поэтому имейте это в виду и особо не расстраивайтесь, если вы будете часто проигрывать. Дальше у нас здесь есть PvE режим. PvE режим — это у нас есть кампания, это тот режим, который я настоятельно также рекомендую проходить новичкам, потому что именно за него вы будете прокачивать свои карточки. Зайдя в какой-то бой, у вас здесь будет 3 варианта получения
новых карточек. То есть вы должны 3 раза победить вот этот вот уровень, да, вот вы кликнули сюда и 3 боя сыграли. Если вы пройдете все 3 боя, вам дадут по карточке следующего уровня, который у вас уже есть. То есть компания нужна для того, чтобы прокачивать ваши карточки. Тоже новичкам обязательно рекомендую сюда заходить, участвовать после того, как вы соберете все бесплатные карточки, дойдете до 15 уровня, вот как у меня. Для этого мне понадобилось 36 побед, были и поражения, конечно же, но это, собственно, не важно. Также, что у нас еще здесь есть из ПВЕ? Это у нас экспедиция. В экспедиции нам тоже дают награды, и тут дело все в том, что у нас есть определенное число попыток, которые нам нужно использовать для того, чтобы пройти как можно дальше. Это тоже очень интересный режим, и тоже для новичков я рекомендую его использовать, потому что тут есть награды, которые даются вам и не требуют от вас каких-то вложений. Вот для новичков, особенно для тех, кто не хочет сюда вкладываться, все эти режимы это прям must have, это то, с чего стоит начинать в этой игре. Ну и еще один PvP режим я упомяну, это, конечно же, таверна. Вы сюда заходите, и здесь вы можете сражаться с другими игроками, которые специально создают матч и предлагают какую-то ставку для того, чтобы вы участвовали в этой игре. Вы видите здесь силу этих игроков, да, то есть вот 1800, 3200, 700. Вот если я подключусь, сразу видно, что моей силы будет здесь недостаточно. У меня сила всего 300, а у этого человека сила 700. И я просто, ну, с большой вероятностью проиграю этот бой, поэтому я пока сюда не лезу. Но имейте в виду, что такой режим тоже есть, и вы можете создать там какую-то комнату и подраться со своими друзьями. Тоже прикольно и как-то веселит вас. Я также напоминаю, что эта игра есть на телефон, полностью адаптированное приложение, которое очень удобное и практически ничем не отличается от компьютерной версии. Поэтому, если вы находитесь в метро, на лекции, на парах, в школе, то вы можете просто открыть эту игру и продолжать повышать свой рейтинг, прокачивать карточки и как-то участвовать в этих всех битвах. Обращусь к белой бумаге и затрону тему будущих обновлений. Нам здесь обещают земли, на которых мы можем строить какие-то здания, какие-то улучшалки, и все это планируется делать в будущем. И, честно говоря, это та игра, которой можно верить, потому что коллекционно-карточные игры, ну, очень редко скавятся, поэтому мы можем быть уверены, что рано или поздно это обновление действительно выйдет, здесь появятся земли, и с ними появится что-то интересное. Мы сможем что-то строить, как-то биться за эти земли, что-то здесь будет интересное, поэтому для любителей вот всех таких сеттингов имейте в виду, что обновление здесь в будущем планируется именно такое. Перейдем в Marketplace и посмотрим, что у нас здесь есть. Первое, что нас встречает, это ежедневный бонус, который я всем рекомендую забирать. Мы нажимаем кнопку Confirm, платим комиссию в BNB со своего MetaMask, и нам дают ежедневный бонус, повторюсь, который я рекомендую каждый день забирать. Я сам лично сюда каждый день захожу и собираю этот бонус. Давайте посмотрим, что нам дадут сегодня. Будем надеяться, что на видео мне дадут какую-нибудь интересную, хорошую награду. Собственно, сейчас мы это узнаем. Ну, дали всего один вот такой вот монетку, токен, этот коин, короче, ничего, собственно, интересного. Значит, что мы видим на маркете? У нас здесь есть NFT, которые мы можем с вами приобретать. Цены мы видим здесь, ну, скажем так, не маленькие для коллекционно-карточной игры. И стоит понимать, что это MasterCard, то есть это ваши карточки персонажей. Это тот персонаж, под которого вы будете собирать колоду и будете именно им, грубо говоря, воевать. Это, скажем так, ваш основной солдат, у которого есть более мелкие солдатики, которыми он может распоряжаться. Дальше, что у нас здесь есть? У нас здесь есть боксы, которые вы также можете купить. Цены здесь разнятся очень сильно. В боксах, естественно, могут быть различного рода NFT. Можно посмотреть здесь процентаж выпадения тех или иных NFT. Видите, что коммунка 72%, рарка 21%, эпик 6%, легендарка 1%. То есть это можете сами посмотреть, если будет интересно, купите бокс. Далее у нас идет Battle Cards. Что это такое? Это те карточки, которые мы непосредственно используем в боях. То есть это ваши солдатики, которые вы выставляете на свою доску и которые будут наносить урон вашему противнику, лечить вас, давать бонусы, давать какие-то дебафы вашему противнику и так далее. Есть очень крутые, есть очень дорогие. Вот, допустим, легендарная карточка, не знаю, какой-то здесь горящий человечек, я думаю,
она, наверное, очень-очень крутая. Вот какое-то дерево, которое тоже что-то дает. Во всем этом нужно разбираться, читать, что это дает, и понимать, как вы будете это все дело комбинировать с основной своей колодой. Для этого вам нужно будет отыграть какое-то определенное количество матчей, для того, чтобы вы вообще понимали, чего вы хотите и в какую степь вы хотите развиваться, потому что здесь колоды очень разные. Одни направлены на защиту, другие направлены на массовый глобальный урон. То есть здесь очень много стратегий, которые нужно перебрать для того, чтобы понять, куда вы хотите идти. Идем дальше, переходим во вкладочку Mining Camp, и что у нас здесь есть? Здесь аналогия с проектом Splinterlands. Что я подразумеваю под этим словом? Смотрите, чем у вас больше будет различных NFT в этой игре, тем больше у вас будет ежедневных бонусов в токене Era. Вот вы видите, что мне накапало сейчас 1,5 токена Era. Мой хэш-пауэр сейчас 190, то есть за 190 хэш-пауэра я получаю 1,5 токена Era примерно. Может быть, за несколько дней здесь накапало. Вот, написано 100 хэш-пауэра равно 0,23 токена Era в день. Чем больше у вас NFT, тем больше у вас будет хэш-пауэра. И чем круче у вас NFT, тем больше у вас будет хэш-пауэра. Таким образом, просто храня NFT этого проекта, вы уже на пассиве зарабатываете здесь деньги. Имейте это в виду. Дальше переходим во вкладочку Farm. Что у нас здесь есть? У нас здесь есть DeFi, то есть мы можем объединить токен Era с токеном BNB, превратить его в LP токен и застейкать этот токен под APR 139%. Я понимаю, что, возможно, новички не понимают тех слов, которые я сейчас сказал, но ребята, которые давно в крипте, кто знает, что такое LP токены, кто знает, что такое DeFi, они прекрасно поймут, что я имею в виду. И как бы, если вы не знаете, то просто почитайте, что такое DeFi, что такое LP токены, поймите, какие риски есть, какие преимущества есть, и если вас заинтересует это все дело, можете, собственно, здесь поучаствовать. Дальше. Здесь у нас также есть DAO. Опять же, если я что-то забыл вам сказать или не затронул какие-то темы, все вы можете найти в белой бумаге. И я настоятельно рекомендую обязательно ее прочитать перед тем, как заходить в этот проект. Давайте перейдем в мой инвентарь. И как вы видите, у меня здесь есть уже платная NFT. С последнего стрима все-таки у меня здесь что-то появилось. И это NFT, которая может призывать различных солдатиков, вот, которые будут, собственно, воевать на моей стороне, которые я могу выставлять на доску. Я уже призвал где-то около 20 NFT, да, здесь можно 70, у меня сейчас 50, то есть примерно 20 NFT я уже призвал, и сейчас при вас вызову еще 5 NFT, которые повысят мой хэш-пауэр, то есть токена Era в день на пассиве я буду зарабатывать еще больше, а также те NFT, которые сейчас у меня появятся на экране, я смогу их либо продать, либо использовать в своих боях или при составлении своей колоды. Вот такие вот NFT мне падают, вы видите. Вот какое-то здесь, я не знаю, какое-то чудовище. Собственно, все. И теперь мне нужно ждать следующего призыва. В следующий раз призвать я смогу через 4 часа 25 минут. Это будет еще какие-то NFT. Всего я смогу призвать 70 NFT от этого персонажа. Напомню, что это всего лишь коммонка. Если у вас здесь будет легендарка, то, соответственно, карточки, которые вам будут выпадать, они будут намного круче. Вот те NFT-шки, которые у меня уже выпали. Можете посмотреть. Может быть, кому-то будет интересно, можете сюда тыкнуть. Также здесь их можно улучшать различным образом. Вот здесь есть Synthesate, да, то есть если у вас есть две карточки, вы их можете проапгрейдить до следующего уровня. То есть, ну, очень много здесь различных механик. Друзья, если я буду все рассказывать, то это по факту получится еще один долгий стрим. Я надеюсь, что основные моменты я захватил. И сейчас вкратце подведу итог этой игры и скажу еще некоторые нюансы по поводу партнеров и будущего этого проекта. Нельзя не сказать о том, что эта игра, наверное, является сейчас топовой коллекционно-карточной игрой в сфере NFT. Только посмотрите, за 30 дней NFT было продано на 2 миллиона 938 тысяч долларов. Это всего лишь за 30 дней. И эта игра существует уже достаточно давно. И просто представьте, на какую общую сумму здесь напродавались различные NFT. Также касательно партнеров я хотел вам рассказать. Здесь есть очень неплохие партнеры. Да, то есть это Good Games, это у нас Mobox. Mobox все знаете, Gate.io Labs, да, Binance NFT, PancakeSwap, Huobi. То есть здесь действительно есть неплохие партнеры, которые, ну, внушают доверие и позволяют нам с
более какой-то вот такой вот щепетильностью относиться к этому проекту, больше ему доверять и понимать, что это все-таки игра в долгосрок, и здесь не просто нужно вкладывать деньги и ждать, пока они умножатся, а здесь нужно еще предпринимать какие-то действия, действительно играть, развиваться, пытаться выстроить свои стратегии, и тогда здесь можно будет что-то заработать. Ссылочка на этот проект будет, конечно же, в описании к этому ролику. Также в описании к этому ролику будут ссылки на русскоязычные соцсети этого проекта, поэтому если вам это интересно, можете туда перейти, и там вас встретит комьюнити, которая поможет вам развиться, ответит на ваши вопросы какие-то, покажет свои, возможно, NFT, расскажет какие-то стратегии. Если вам, короче, все это интересно, я думаю, вы разберетесь сами, что нужно делать. И если вам понравилось это видео, то, конечно же, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой YouTube канал, подпишитесь на мой Telegram канал, потому что именно там еще больше информации по поводу различных NFT проектов. И на этом я буду с вами прощаться. С вами был Cloud Geo. Всем удачи, всем профита, всем пока.